Доброго всем времени суток! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки. Огромная благодарность вам за ваши комментарии, за подписки. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Как он меня видит? Кто я для него на самом деле? Вся правда о вас в его глазах. Для начала, девочки, сделаю сигнификацию, пожалуй, загаданного вами мужчины, на которого вы хотели бы посмотреть этот расклад. Если сейчас срезонирует, вы его узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Итак, какой мужчина? Какой он? Прям динозаврик, да? Прошлое. Динозаврик — это карта прошлого. Сейчас. Какой мужчина? Какой мужчина? Мужчина. Ага. Так. Мужчина, который часто погружается в свое прошлое. Пытается в этом прошлом, может быть, разобраться, да? Докопаться до какой-то истины, наверное. Мужчина чувствует себя одиноким, даже если его окружает там, веселая компания, близкие, родные люди. У него ощущение одиночества. При этом так интересно, у него есть планы, даже не один план, да, как будто человек строит планы, но следующая карта говорит о том, что его планы в большинстве случаев, они, к сожалению, для него не реализуются. Эта карта, она так и читается: вечная невеста. В данном случае мы смотрим на мужчину, и характеристика этой карты, она говорит о том, что человек всем хорош, да, вот так вот объективно, и прикладывает усилия, и старается, но не достигает желаемого результата, не получает то самое желаемое. Сейчас я спрошу, о чем это. Тут карта, он как будто бы он следит за кем-то. Бесплодно. Что бесплодно? Получается узнать. За ним следят. В чем эта карта? Это слежка какая-то, наблюдение. Как будто бы очень много тайн и у этого мужчины, и в принципе вокруг него. Знаете, тут могу сказать, и за ним следят 100%, причем люди тоже скрываются. Они не хотят афишировать, не хотят знать, не хотят, чтобы он знал, что за ним следят. Вот как в тени остаются. Причем луна и черная кошка, знаете, как будто под таким, у кого-то прям под контролем каким-то. Прям магическое сочетание можно прочесть. Он также следит, но как так интересно, пытается следить за кем-то, но почему-то то ли у него не получается информацию собрать. Сейчас. Девочки, ваша карта вышла. Вы вопрошающий. Вы уже знаете, да? Это карта девушки, которая смотрит расклад. Ваша карта. Почему-то тут рядом карты, вот я уточнила, за кем он тут следит. Как будто бы вот у него недостаточно информации о вас. Он мало, может, где-то бесплодно даже он пытается ее собрать, нарыть, хотела сказать. Так, высшее я, это на вас он смотрит? Как будто бы он вас, знаете, сталкивается сейчас с какой-то информацией, которая его вводит чуть-чуть как такое в ступор, да, можно сказать. Может быть, раньше вы были в одной там ипостаси, он вас видел одной, там, может, наивной какой-то, не знаю, доверчивой, ранимой девочкой. Сейчас какие-то такие звоночки по высшему я, как будто бы ему могут рассказывать о том, что вы очень изменились. Тут карта женщины, которая любуется собой, пошла жить своей там жизнью наполненной, насыщенной. Тут даже какой-то здоровый эгоизм по этой карте, можно сказать. Я почему говорю, тут ангел и демон еще на вас вышла. Как будто бы он говорит, а я ее такую не знал, она меняется. Я вот как будто бы с ней заново то ли знакомлюсь, то ли вот какие-то, может, тут прям как обрывочные сведения о вас. Этот мужчина пытается как-то все вместе, да, сложить в единую картинку. Так, почему-то тут
И ваша карта, и карта тут иллюзии, леса, и женщина. Знаете, может быть, даже он подозревает, что не такая вы уж, допустим, как раньше. Может, он вас видел там одной, повторюсь, там, если наивным каким-то ребенком, доверчивой. А сейчас как-то так он на вас смотрит, может быть, даже уже начинает вас подозревать во всех каких-то, ну, не знаю, не обязательно смертных грехах, но как будто бы где-то у него закрадывается мысль, что может она изначально и другая была, может я ее видел вот одной, да, и это мои какие-то иллюзии. Тут что-то такое вот. Так, ну давайте, лиса хитрая, это на вас, правильно, что он думает о вас? Нет, не о вас. Картовой. Лилия. Знаете, тут вполне возможно у мужчины может логическая цепочка вот так вот сработать, то он может говорить, Лилия это карта женщины, ну где-то даже наивность, чистота, да, по Лилии проходит. Но он говорит, это раньше она вполне возможно такое была, а после, может, общение с ними, или не буду говорить там, с какими-то мужчинами. Тут видите, карта воина. А воин это мужчина, который не созидает, который разрушает. Одним своим словом может разрушить то, что женщина длительное время пытается там, пытается сохранить, да. Так вот, тут как будто бы он говорит, а женщина изменилась, а женщина, может быть, теперь научилась в этом мире, ну, выживать, не выживать, но как будто бы не настолько она уже какая-то... Там было ангел и демон, то есть не настолько она уже ангел, может быть, она как-то проявляется и как демон. Ну, это я утрирую, но вы поняли. Тут как вот эти вот его подглядывания за вами, они какой-то странный ему дают информацию, результат какой-то странный. Он, повторюсь, вот как в замешательстве, он не понимает, чему верить. Это может быть абсолютно противоречивая информация. Так, и на него мы смотрим. Тут карта повешенной. Это, ну, тут, это авторская колода. Тут утопленник, повешенный, она также можно считать. То есть, в принципе, это информация, которую он получает, вот подглядывая там где-то, собирает информацию по каким-то крупинкам, крохам, она его в такое состояние какое-то погружает, ну, можно сказать, депрессивное какое-то, будто бы он не видит из этой теперь ситуации то ли выхода, ну, вот как-то так, в общем, ну, печалька, вот одним словом. Почему? Почему? Лиса. Опять те же карты выходят, которые только что на вас, ну, попадали. Потому что карта лиса и ангел и демон. Потому что, повторюсь, если в прошлом, может быть, он умел там манипулировать, подход к вам найти, ключики подобрать, да, и планы какие-то он строил, допустим, и это все срабатывало, то сейчас он говорит, вследствие того, что вы уже не этот ангел, а вполне возможно, ему прям страшно, что вы можете тут, ну, не знаю, отпор дать, противостоять, может, манипуляциям. И карта лиса, это, знаете, это, мне кажется, он вас видит уже женщина, которая точно может сказать, там, где ты это, учился, я преподавала этому мастерству манипуляций, да, многоходовочек. Будто бы вы наперед уже его видите, может быть, его шажочки. Будто, может, кто-то с девочек психологией увлекается. Тут как будто бы он столкнулся с какой-то реальностью, к которой он был не готов. В отношении вас, девочки, это. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Как он видит меня, кто я для него на самом деле. Вся правда о вас в его глазах. Какой он видит вас сейчас, да, когда мы открыли, вы открыли этот расклад. И кто я для него на самом деле. Кем вы для него являетесь на самом деле. Так, какой он видит вас. Кто вы для него на самом деле? Какой он видит вас?
Кем вы являетесь для него на самом деле? Какой он вас видит? Кем вы для него являетесь на самом деле? Начинаем. О, интересно. Какой он видит вас? Ага. Женщина, которая принесла в его жизнь, знаете, роковая, которая как это гром среди ясного неба, может встреча с вами. Но почему-то первая карта, это, девочки, это знаете, как читается? Это вот такой подарочек, который чреватый. В общем, как будто бы нежданно-негаданно, и ничем хорошим это не закончилось. В то же время тут дальше карта семья. Сейчас, девочки, я до конца выложу, какой он видит вас. Какой он видит вас. Давайте так. Он видит вас женщиной, которая, в принципе, женщина создана для семьи. Но, может быть, в тот момент, когда вы с ним то ли встретились, у вас, может быть, если вы там замужем, в отношениях были, по карте затмения был очень какой-то тяжелый период, проблемный, может быть, период, да, или же вы хотели, допустим, с ним создать семью, тут тоже можно так прочесть, и тоже как будто бы весь мир был против вас, вы искренне хотели с ним, допустим, серьезных отношений, но по карте затмения вот все было против, не получалось. При этом, какой он видит вас, интересно, черная кошечка, знаете. Тут, может быть, он, с одной стороны, вас считывает женщина, которая не получила желаемого. В данном, ну, мне тут прям идет семья, любовь, поддержка, мужчины, ребеночек. При этом, ну, вот он какой видит вас? Он видит вас женщиной, для которой очень важно, чтобы мужчина был рядом с ней. Почему-то тут такой аспект по карте князь, знаете, это мужчина состоятельный, который может материально себе позволить очень многое, в том числе где-то баловать женщину. Какой-то вот для вас как будто бы важен был материальный уровень этого человека. Отчасти он где-то может даже вас подозревать в том, что вы, не буду говорить меркантильны, но расчетливы, где-то рациональны. Как будто бы вы могли что-то скрывать, вот тут как будто бы за его спиной что-то делать. Вот тут мне так даже идет. Так, но все-таки метла тут в классике это сплетни, но тут метла своеобразная. Смотрите, метла и это шляпа ведьмы, да. То есть где-то он видит вас ведьмой. Может быть, видит вас женщиной, которая обращена прям пристально, направлено на нее пристально это внимание, и вы привлекаете постоянно вот внимание к себе. Может, своими какими-то там увлечениями, хобби, там, не знаю, может, каким-то эксцентричным поведением, нестандартным, вообще, может быть, какой-то своей философией, какими-то проявлениями своими такими. При этом, какой он вас видит сейчас? Видит вас на самом деле женщиной, у которой на самом деле очень много возможностей перед ней, как куча дверей открыта. То есть это говорит о том, что вы реально умный, талантливый, но как будто бы у вас, может быть, долгое время была эта повязка на глазах, и вы не видели эти свои возможности. Или у вас какие-то ограничения были. Ограничения, может быть, если вы там в семье, да, уже какие-то там обязанности, и вы, может быть, несете какие-то там ответственность за что-то, за семью, за деток, может быть, вот своего рода. Хотя у вас потенциал огроменный, вот тут вот так вот, можно тоже прочесть. Но вы как будто бы с этими завязанными глазами, может быть, не верите в себя, может быть, занижаете эту планочку. Вот тут тоже такое вот может быть. Но при этом последняя карта мне говорит о том, что он видит вас женщиной, которая на самом деле вот пребывала долго в таком состоянии, не видела тех же каких-то возможностей, шансов, перспектив. Это может по поводу там, уж не знаю, любовных взаимоотношений, выбора партнера какого-то более, знаете, я даже не знаю, как правильно сказать. По его мнению, допустим, какого-то партнера более ресурсного, более подходящего вам, тоже так можно прочесть.
Э, Тоже по поводу построения карьеры. Может, тоже, как он смотрит на вас, там, смотрел и видел, вы как завязанными глазами, и он там недоумевал, почему она не использует там какие-то возможности, шансы для того, чтобы, может быть, какая-то новая фирма, может быть, обучение чему-то, какой-то, ну, уже не знаю, новому какому-то делу, ремеслу обучиться, какую-то нишу новую занять. Вот такой вот, ну, для того, чтобы раскрыть свой потенциал. Так вот, последняя карта мне говорит о том, что он видит вас женщину, которая сейчас, тут я эту карту так считываю, это карта сильной женщины, женщины, которая на самом деле сейчас взяла управление своей судьбой в свои собственные руки, не перекладывает ответственность ни на кого, никого ни в чем не упрекает, вот как будто бы вот тут поменяла ход где-то своей судьбы, видение уже по-другому, вот у нее, у вас, собственно, своей жизни, себя в этой жизни, в общем, взаимоотношений, может быть, даже. Угу. Подпишись на канал и поставь лайк. Еще вот эти две карты, конечно, можно прочесть так, знаете, какой он видит вас. Он видит вас женщиной, которая тоже, может быть, сожалеет о том, что даже встретила его, да, познакомилась как-то с ним. Почему? Потому что это как вот неприятности. Это как вроде бы подарок судьбы такой, но он с таким, скажем так, двойным дном, таким подтекстом, с таким душком, да, свинью подложили. И это как молния, как озарение. Это где-то может быть роковая любовь, зависимость. К сожалению, вот эта любовь, она не привела тут в большинстве, может быть, у большинства девочек, не привела к созданию семьи и прочных взаимоотношений. Как будто бы очень много было туманного, скрытого, недоговоренного, то, о чем замалчивалось. Ну, вот как-то так. Давайте. Вот тут он видит вас, женщина, которая прошла через это все. Сейчас старается изменить вообще свою судьбу, прикладывает усилия для того, чтобы, правда, это все изменить. Давайте посмотрим, и кем вы для него являетесь на самом деле. Ой, какие карты красивые. Бог ты мой. Кем вы являетесь для него на самом деле. Боже мой, подарочек. Подарок. А там было... Какой он вас видит. Может быть, женщина злая от того, что такой подарочек ей преподнесли, да. А тут... Кем вы являетесь для него на самом деле, а на самом деле вы являетесь для него подарком. Тут без всяких уже, извините, свинок, тут настоящий подарок. Такие карты красивые, девочки. Сейчас я буду читать вам. Кем вы для него являетесь. Боже, тут вот если там были такие карты, знаете, как будто бы вот первая, да, часть расклада, какой он вас видит, видит вас, можно, черный юмор, конечно, как будто женщина, по которой, извините, как каток проехался. Даже женщина, которая может там чертыхаться и говорить там, нафига я его встретила, где он взялся на мою голову, этот подарок, вот эту свинью мне подложили. Вот у вас такой может женщиной видеть, да? Но а кем вы для него являетесь на самом деле, смотрите. Первое сочетание вообще, это феечка, это волшебство какое-то. И вот эта карта нежность читается. Это зарождение самых первых вот этих юношеских каких-то эмоций, привязанность. Она настолько чистая, как это трогательная. Ну, нежность, девочки. Видите, тут влюбленная парочка, они целуются. И карта звезда. Девочки, вы для него являетесь каким-то настолько чистым, светлым человечком, глотком свежего воздуха. Где-то, знаете, как нет мира сего, где-то женщина абсолютно не из его мира. Видит вас, может быть, даже наивной. Даже вот, кем вы для него являетесь? Вы для него являетесь какой-то необыкновенной женщиной, которая, может быть, даже слишком романтична, слишком наивна. Может, тут ребенок у меня вышел. Вот. Где-то даже, вот я повторюсь, тут ребенок и тут искренность. Женщина, которая по большому счету, наверное, и пострадала от своей какой-то, ну не знаю, может быть, открытости, искренности от этого, может быть, и пострадала, да.
как ребенок, тоже наивная, чистая, добродушная, можно сказать, позитивная очень. Кем вы для него являетесь? По карте звезда, это не то, что я вам там льщу, но звезда это же идет идеализация. Он где-то о вас настолько высокого мнения, идеализирует вас, может, наделяет вас даже какими-то качествами, которые вы, возможно, и не обладаете, да, тут повторюсь вот так. Привлекательно очень по звезде, но тут может быть также проигрываться холод, отстранение, то есть вы для него на самом деле женщина, которая светит, но не греет, ему точно не греет. По большому счету, наверное, ему тут мало что светит. Вообще, женщина, которая пришла в его жизнь как подарок. Подарок сама по себе, но для многих мужчин, для него в том числе. И по карте корабль с появлением вас в его жизни как будто бы изменилась жизнь в лучшую сторону. Корабль и в сочетании еще подарок. Тут, девочки, это как будто бы он, может, на мир посмотрел какими-то абсолютно другими глазами. Может, вернулась эта яркость жизни к нему. Может, мир заиграл какими-то, да, абсолютно новыми какими-то красками. Тут как будто бы вы для него, тут я повторюсь, глоток свежего воздуха. Тут женщина, которая, я думаю, наполнила его мир, изменила его мир в лучшую сторону. При том, что ребенок, я повторюсь, где-то наивность, где-то доверчивость, при этом искренность. Вот тут сочетание, но при всем при этом следующая карта хранительница. Смотрите, какие карты красивые. Хранительница, поддержка и путь, который вы выбрали. Это карта очень мудрой женщины. Женщины, которая может обладать тайными знаниями, может применять эти знания. Сова у нее на плече. Это называется хранительница карта, да, это колода. Прям да. При этом следующая карта поддержка высших сил. Прямо он говорит, эта женщина послана высшими силами, небесами. Может, она как мой ангел-хранитель. При этом как будто бы, вот если так все прочесть, да, это следующая карта путь. Видите, женщина несет тут как свет какой-то в ладонях, да, и идет по этой лестнице вверх, и это ее путь. Ну, вот видит вас женщина, которая тут и мудрая, и, может быть, даже заставила и его пересмотреть, да, как-то свою жизнь, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, посмотреть по-другому. Ну, изменили вы его очень сильно, я думаю, подтолкнули, по крайней мере, к тому, чтобы посмотреть на себя, на взаимоотношения те же самые, под другим каким-то углом. И при этом женщина, которая идет своей дорогой, выбрала этот свой путь, и несет она этот свет, ну, тут свет, и этим светом она, скорее всего, озаряет не просто его, да, ну, его, может, вы уже не заряете его, а тут, может, множество людей еще, как будто бы вы дарите им этот свет. Может, свет вот, ну, свет души, да, наверное, какое-то добро несете. Вот тут такие карты, девочки, ну, правда, я не знаю, как, вот кем вы для него на самом деле. Ну, наверное, женщина, которую, наверное, никогда не сможет забыть. Тут одни карты такие позитивные, тут такие, как хвалебные оды вам. Ну и звезда, это же считается самая лучшая характеристика на женщину. Но я вам хочу сказать, тут вот по вот этим картам это влюбленность, нежность. Как будто бы, знаете, если он там живет в своем каком-то мире, да, то ему, ну, в мире, в обычном, не обязательно там мужской мир, да, а в принципе в мире, где много жестокости, конкуренции, то вот эти карты, карта ребенок, искренность, нежность, и даже вот это вот феечка, волшебство, это, знаете, как будто бы мне историю рассказывают о том, что этому человеку был дан шанс, может быть, встретить вот вас, и даже шанс, может быть, построить взаимоотношения. Тут как будто поддержка высших сил. Но другое дело, воспользовался он этим шансом или нет. Скорее всего, тут, видите, все-таки фигура женщины, она одна.
Это история о том, что женщина продолжает свой путь, несмотря ни на что, да, и несет этот свет. Как-то так, девочки. Все. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч!